многие люди у нас спрашивают, как менять деньги, какие деньги вести. Сейчас мы отойдем на середину улицы и все расскажем. Давайте, прямо скажем, позади нас наш любимый обменник, потому что в нем выгодный курс, и в нем не дурят. Вот. И нет комиссии. Мы там уже много лет меняем, вот каждый раз, когда приезжаем, нам его показали, и, в общем-то, мы довольны. Да. Для быстрого ориентира, смотрите, находится он там. Вот я вижу вокзал, давай покажем. Вот вокзал, вот Хафиз Мустафа, и вот он, то есть 2 шага. На всякий случай я вам показываю его на карте. Смотрите. Вот он. В этом обменнике не берут проценты. Да? Ну, ни комиссии, ни процентов. У них хороший курс. Вот. Вообще у нас все спрашивают, с какими деньгами нужно ехать в Стамбул, с любыми, наверное, кроме рублей. Евро или доллары? Любые, имеется в виду евро или доллары. Рубли не тащите, с этим проблема. А вот... Этими деньгами можно расплатиться где угодно. То есть вы можете даже в ресторане и в кафе их отдать, они не против. Но не везде, естественно. Не везде, но, допустим, мы прилетаем сюда и меняем на такси, на лиры. Мы едем на такси отдаем, в отель и платим евро, и отдают нам сдачу лирами. То есть это не проблема. Да. Но чтобы курсы смотреть, не пересчитывать, удобнее, конечно, менять на лиры и расплачиваться уже лирами. Но опять же, однажды мы с тобой наменяли впрок этих лир, и у нас потом они остались до следующей поездки. Да. Поэтому теперь мы ходим каждый день и меняем какую-то не очень большую сумму, которую нам хватает, чтобы не впрок. Вот. А картами тоже можно расплатиться, но карты они не очень любят, потому что у них снимается какой-то процент за пользование карточкой. То есть между картой и кэш они кэш предпочитают. Опять же, магазины, сетевые, рестораны, там принимают карты. А вот если идти на рынок, то лучше, конечно, наличку иметь. И опять же, если помнишь, они нам говорили, если ты платишь не картой, а наличкой, они готовы вам дать скидку. Если ты платишь картой, то скидку скидка. Да, всегда лучше торговаться наличками. Да. Вот. Где еще? И нужно проверять и заранее спрашивать про то, что часто дурят и снимают еще процент, когда меняешь деньги, но мы на такое не попадали, но видели. Очень много обменников просто, и поэтому надо всегда спрашивать, есть ли комиссия, и спрашивать, какую сумму вам дадут. Грубо говоря, вы даете 100 евро, и спрашивайте, какую сумму вы получаете. И просто смотрите курс, который написан у них на табло, и вы будете знать, сколько вы получите. Но либо приходите в этот обменник, который мы ходим. Их вокруг много. Вот сейчас мы стоим, напротив нас еще один есть, и еще один, и еще один. Они все различаются только курсом. Причем напротив нас курс такой же точно, смотри. Да, 406, но мы почему-то меняем именно в этом. Есть курсы, где отличаются. Привет! Как дела? Хорошо. Вот такие они все это обаятельные. Хорошо, что ничего не украл. Он подошел, помахал руками. Отлично. То есть можно обычно, мы делали раньше как? Мы в районе проходили несколько обменников и сравнивали цены. Потом мы просто для себя вычислили этот к нам ближайший. Всех очень интересует, какое мы кино снимаем. Кино про вас, ребята, да. Так что... В общем, ничего сложного в этом нет. Все просто. Но, в аэропорту не меняем. В аэропорту очень дорогая комиссия. Да. И здесь... вам в аэропорту без надобности, потому что вы доедете за евро, такси. За доллары, вы за такси заплатите. Да. Это без проблем. Что еще из советов по деньгам? Не носите с собой все деньги, иначе потратите. Лиры легко пересчитывать на рубли. Курс какой определяете, и в принципе легко пересчитывается с калькулятором. Считайте, сейчас курс 15. Меньше 15, мы до 15 округляем. То есть мы знаем, что там 10 лир это 150 рублей. Да. Там 100 лир, соответственно, 1500. И вот вы знаете порядок цен. Да. И все. Это проще гораздо, чем евро пересчитывать туда-сюда. У меня спрашивали тоже, можно ли ехать. Ой, нет, спасибо. Sorry. Не, нам копий не надо. Вот видите, пока вы тут... We have no cash. No cash. No cash. Sorry. Не, у нас кэш, нет кэш. No cash. Only card. Опять нам предлагают просто в общем, мы ему рассказываем, что у нас нет кэша, у нас говорят, что это карта. черный рынок, но на самом деле это, конечно же, подделка за 20 долларов, не стоит это брать. Вот еще что. Намешают вам керосин, с парфюмом.
Что меня еще спрашивали, выгодно ли приехать сюда с карточкой, снимать с карточки уже лиры? Насколько я узнала, это невыгодно. Ну, потому что банк снимает курс, комиссию. С вас снимают комиссию за съем денег, правильно? Да, вы будете платить комиссию, но это всегда происходит, когда вы снимаете деньги в чужом банкомате, в банкомате другого банка, чем ваша карта. Комиссию. То есть лучше вести наличку. Либо платите картой в тех местах, где можно. Тут много где принимают, ну, практически везде, кроме рынков. Либо, да, как мы рассказали, доллары и евро обменяйте на лиры. Все почему-то просто очень боятся, все думают, что Стамбул это какой-то дикий край, потому что у меня все настолько спрашивают, это не опасно, это не страшно. Страшно жить у нас в деревне, вот где страшно, где нет цивилизации, ничего. А здесь нет, здесь, ну, что здесь страшного? Нашел правильное место, поменял деньги, следи, как это, варежкой не води, следи за рюкзаком, правильно? То есть, если будете соблюдать всякие правила, привет, да, то будет все хорошо. И почему-то все очень интересуются нашим фильмом, и все хотят попасть к нам в камеру. Но у них все-таки не так много ютуберов. Наверное, да, но не все попадают в нашу камеру. В общем, смотрите, еще раз, этот мы обменник, как выходим в него. Ну, или сеть, да, вот это вот VPN. Вот, VPN. VPN. Ну, мы еще раз внизу напишем. Все, давайте, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и приезжайте в Стамбул. Стамбул ждет вас. Вот что мы забыли вам рассказать. Про деньги. Да, есть еще один секрет. Но, наверное, не секрет, что здесь в Стамбуле любят наличку, поэтому, если есть возможность, лучше везите все наличкой, да, а не на карте, потому что с картой проблемы, старые терминалы во многих местах не принимают, не хотят принимать. Где-то отказы идут по терминалам, ну, в общем, какое-то древнее оборудование. Короче, они живут в 90-х, турки, до сих пор, им нужны наличка в мешках. Да, всегда наличка лучше, да, еще и по картам там небольшой процент. Но... А как небольшой? От 90 лир 5 лир они хотят, процент сверху. 0,5 получается процента. Ну да. Ну или чуть больше. Да. Но есть один выход. Полиция. Полиция, да. Если у вас есть карта Сбербанка, то вы можете взять деньги на ней и снимать деньги в банкоматах без комиссии в Стамбуле. Но для этого нужен вам Денизбанк. Да. Картинка. Только Денизбанк, да, снимает, по-моему, без процентов, но только со Сбера. Ну, нам так сказали, да, только Денизбанк и только Сбер. Может быть, какие-то другие есть банки, и которые сотрудничают здесь с местными, да. Вот этого мы не уточняли. Мы нашли этих Денизбанков, банкоматов много по центру. Очень, да. Ну, найдете карту, я думаю, в интернете, это не проблема. Да. И вот там можно снимать, единственное, по курсу, он сразу конвертирует, можно либо евро, либо, правильно, да, евро или лиры снимать сразу. И это очень удобно. Вот такие вот денежные секреты, я думаю, вам это поможет в путешествиях. Подписывайтесь на наш канал. Да, ставьте лайки и ждите новых историй.